Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу и покажу, как связать вот такую шапочку спицами. Шапочка получилась довольно-таки веселенькая, интересная, на мой взгляд. Вот. Украшена она цветком из тесьмы. Тесьма змейка, вот обычная. В магазине разные расцветки бывают. В одном из видеороликов я уже показывала, как делать цветы из тесьмы. Значит, под видеороликом я вам дам ссылку на то видео, где я показывала, как делать эти цветы. Ну, вот, кстати, можно даже и не один прикрепить, а парочку. Также я вам расскажу, на что обратить внимание при вязании данного головного убора. Вам для начала нужно обязательно связать образец и посмотреть, как он будет выглядеть. Вот здесь я вязала эту часть 6 рядов, и здесь столько же. Но мне кажется, нужно попробовать увеличить. Здесь связать 8 рядов пошире, а здесь оставить сколько есть, то есть 6. Ну, вы для начала обязательно свяжите и посмотрите. И потом только уже приступайте. Вот. Ну, там есть некоторые нюансы, я вам расскажу, а вы уже будете делать вывод. Для того, чтобы начать вязать этот головной убор, обязательно свяжите образец из 2 или 3 полосок. Почему? Вот я вязала, вот здесь у меня 6 рядов. Шесть рядов. И здесь тоже 6 рядов. Но вы попробуйте связать здесь 6 рядов, вот в середине, а вот эту часть свяжите 8 рядов, образец. Вот эти рядочки свяжите на 8 рядов. И второе. Обязательно от объема, вот от всей окружности при вязании отнимите 1 сантиметр. 1 сантиметр на плотность облегания. Иначе вам потом будет очень трудно собрать резинку. Потом вы в процессе увидите. Значит, очень рекомендую убрать от окружности головы при расчете 1 сантиметр. Затем на ваше усмотрение можно сделать завязки, связать айшнур или из ниток в несколько сложений сплести косички. Сюда пришить, и будет с 2 сторон завязка. И вот здесь будете завязывать. Итак, начнем. Для начала замеряем окружность головы. Вот у меня окружность головы 38 сантиметров.
Для вязания головного убора вот у нас полностью вся окружность 38 сантиметров. Мы берем только половину окружности, то есть 19 сантиметров. Значит, после вязания образца у меня получилось в 1 сантиметре 2 петли. Значит, нам на половину окружности нужно набрать 2 умноженное на 19. 38 петель. Теперь мы эти 38 петель делим на 3 части. Получаем 12 петель плюс 2 в остатке. Вот на 3 части разделили. Сюда мы даем 12 петель. С этого края тоже 12 петель, а сюда 14. Вот так вы должны разбить ваше количество петель. Вот я набрала на дополнительную нить 38 петель вот этих. И теперь будем делить на 3 части. Берем нить, какую вы выбрали цвет, и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ставим маркер. Дальше провязываем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ставим маркер. И остальные 12 петель 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоже провязываем лицевыми петлями. Поворачиваем. Затем вяжем изнаночными петлями до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда. Поворачиваемся. В итоге мы связали 2 ряда с вами. 1, 2. А нужно провязать 6. Шесть рядов нужно провязать. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем самостоятельно. Значит, сейчас мы будем вязать лицевыми петлями.
до конца ряда. Потом повернемся и будем вязать изнаночными. Вот я провязала 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Дальше берем нить другого цвета, которую вы выбрали. И этот ряд вяжем изнаночными петлями. Вяжем до конца ряда. Вот довязала я до конца ряда изнаночными петлями. Вязание поворачиваем и начинаем вязать укороченные ряды. Значит, вот с этой части будем вязать укороченными рядами и с этой части до маркера. Вот здесь и здесь. Давайте я вам нарисую сначала картинку, чтобы вам было понятно. Значит, вот этот зеленый ряд мы с вами провязали полностью. Вот здесь мы начинали, вязали в эту сторону и провязали до конца. Я буду вязать на 2 части, разобью, не довязывать. То есть я повернусь и не довяжу 6 петель. Затем развернусь и не довяжу 6 петель. Опять повернусь, не довяжу 6 петель. И еще раз повернусь и не довяжу 6 петель. То есть мы за 2 поворота с одной стороны и 2 поворота с другой не довяжем 12 петель. Значит, как это рассчитывается? Мы берем вот это количество петель, вот это, 12, и делим на количество групп. Или на количество петель, которые вы хотите не довязать. Ну, вот я на количество групп разделю. Вот у меня одна группа недовязанная и вторая группа. Получается по 6 петель. Допустим, что у вас будет не по 12 петель вот здесь с краю, а 13. Вот здесь будет не 12, а 13. Вы точно так же делите на 2, получаете 6 плюс 1 в остатке. Тогда вот здесь в самом начале вы не довязываете не 6 петель, а 7. Если у вас 13. Ну, теперь будем вязать, и вы поймете это. Петлю снимаем, затем вяжем лицевыми. До маркера довязали, маркер пересняли, затем вяжем центральные петли. Вот эти центральные петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 петель. Они у нас будут, вот эти петли центральные, неизменная величина. То есть мы их вообще не трогаем. Величина постоянная.
Маркер пересняли. Провязываем 6 петель. Вот мы отсюда движемся и провязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 у нас осталось. 1, 2, 3. Мы эту петлю снимаем, не провязывая, нить перебрасываем и петлю надеваем. И разворачиваемся. Вяжем изнаночными. Вяжем центральные. Маркер переснимаем. Провязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петлю снимаем. Нить к себе. Петлю надеваем. И поворачиваемся. Вяжем лицевыми. Довязали до маркера. Маркер пересняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Маркер пересняли. Вот у нас 6 петель. 1, 2, 3, 6. Вот мы здесь обвивали. И следующий 1, 2, 3. Значит, после маркера петлю снимаем, нить перебрасываем, петлю надеваем. Разворачиваемся. Маркер переснимаем. Вяжем изнаночными. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Маркер пересняли. Петлю снимаем. Нить перебрасываем вперед. Петлю надеваем. И поворачиваемся. И теперь этот ряд вяжем до конца. И вот у нас осталась последняя петля.
вы провязываете либо этой же ниткой, либо берете другой цвет. Вот я возьму розовый цвет. И провяжу розовым. Разворачиваюсь. И поскольку я буду вязать опять этими же нитками, я должна нитки перекрутить и провязать изнаночными петлями. Весь ряд до конца провязываем изнаночными. После того, как мы довязали изнаночными петлями, вязание поворачиваем. И опять вяжем изнаночными. И так вяжем тоже до конца ряда. Довязала я до конца ряда изнаночными петлями. Поворачиваемся. Нитки перекрутите обязательно. Первую снимаем. И далее вяжем лицевыми петлями. И так вяжем лицевыми петлями до конца ряда. Почему мы вязали там изнаночными, а здесь лицевыми? Чтобы не было вот этих протяжек на лицевой стороне. Вот, видите, их нету. Поэтому нам пришлось 2 раза провязать изнанкой. Здесь тоже протяжек нету. Вот они все здесь находятся. Вот здесь и здесь. Значит, теперь мы вяжем лицевыми до конца ряда. Вот провязала я лицевыми. Теперь мы поворачиваем. И далее вяжем изнаночными. И так вяжем изнаночными петлями до конца ряда. Довязала до конца изнаночными петлями. Поворачиваемся и смотрим, сколько мы уже провязали рядов. 1, 2, 3, 4. А нам нужно провязать столько же, сколько и здесь. То есть 6 рядов. Значит, мы сейчас с вами вяжем лицевыми, но нитки перекручиваем. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Итак, довязала я лицевыми петлями до конца. Опять разворачиваемся. И вяжем изнаночными. И тоже вяжем до конца ряда.
В итоге у нас получается, что мы провязали розовым цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Вот 6 рядов точно так же, как и вот этим желтым цветом. Значит, дальше мы вяжем до конца ряда изнаночными петлями. Последнюю петлю, вот одну петлю кромочную оставьте, мы ее провяжем другим цветом. Довязала я изнаночный ряд до конца. Теперь мы поднимаем зеленый цвет и зеленым цветом провязываем кромочную. Разворачиваемся. Вот эти нитки перекрутите. Вот так. Они должны идти за вами по рядам. Значит, эту снимаем. Далее вяжем изнаночными. И вот у нас протяжки, видите, здесь получаются, а здесь их нету. И опять мы первый ряд вяжем полностью до конца. Вот довязала я зеленым цветом изнаночными петлями до конца. Разворачиваюсь и начинаю вязать опять укороченные ряды. Точно так же, как мы вязали здесь. То есть вот по этой схеме. Не довязываем 6 петель, возвращаемся и опять не довязываем 6. Возвращаемся 6. Возвращаемся 6. Как вязали до этого. В итоге смотрите, что получается. Здесь мы провязывали 6 рядов. Здесь у нас в центре 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 6 рядов. Если вы будете вот эти валики вязать, допустим, не на 6 рядов, а на 8. Вот 8 рядов будете вязать. Тогда вам нужно и здесь увеличить. Но у вас будет уже не по 6 петель, а будет так 12. Делим уже на 3, получаем 4. То есть вы будете не довязывать по 4 петли. Вот первый ряд у нас так вот пройдет полный. Потом вы поворачиваетесь сюда. Так, вот полный ряд. 4 не довяжете. Разворачиваетесь. 4 не довязываете. Разворачиваетесь. 4 не довязываете. Еще раз. 4. Опять не довязываете. 4. И еще раз разворачиваетесь, 4 не довязываете. Вот таким образом у вас получится разбивка. То есть вот здесь у вас 12 и здесь 12. И тогда у вас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И последний ряд вы провяжете. Вот отсюда вернетесь и провяжете вот сюда до конца. 8 рядов в итоге у вас будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот этих тоже у вас будет 8 рядов. Вот. Здесь будет 8. И здесь будет
8 рядов. Вот, я выбрала оптимальный вариант, потому что я уже пробовала по-разному вязать. Мне понравилось 6 на 6. Вот эти. Вот этот мне понравился. Вариант 6 на 6. 6 рядов рулики и 6 рядов серединка. Так. Принцип вязания вам понятен. В итоге мы вот что с вами получим. Вот так будет у нас шапка идти. Видите, мы половину окружности набирали. Половину. Вот эта половина у нас так будет вязаться, вязаться, вязаться половиной до, значит, от лба через макушку и сюда. Вот. Потом, когда вы это дело свяжете полностью, значит, здесь мы наберем резинку, здесь тоже резинку и так по кругу. А здесь, вот они практически будут сходить на нет. Здесь сделаем украшение, кому какое понравится. Итак, дальше вяжем самостоятельно. Сейчас я вам покажу, как можно по-другому вязать укороченные ряды. Вот я один ряд зеленым провязала. Дальше вяжем как обычно. Двенадцать петель провязали. Провязали центральные. Один, два, три, четыре, пять, 6. И просто разворачиваемся на обратную сторону. И вот эту петлю снимаем. Дальше вяжем изнаночными. После маркера опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и разворачиваемся. Снимаем петлю. Провязываем центральные. Провязываем последнюю петлю перед маркером.
Маркер переснимаем и разворачиваемся. Петлю снимаем, вяжем изнаночными. Довязываем до маркера. Эту петлю провязываем. Маркер снимаем и поворачиваемся. Эту петлю снимаем. Вяжем центральные. Маркер снимаем. И чтобы вот этой дырки не было, не эту петлю берем, а вот еще ниже. Вот так ее набрасываем и вместе с этой провязываем лицевой. Все, и у вас дырки нету. Эту петлю провязываем, берем вот эту. Вот эту мы провязали, а берем эту. И вот так 2 петли провязываем вместе. И вяжем до конца. Так, а крайнюю, кромочную, провязываем другим цветом. Дальше у меня идет розовый цвет. Эти нитки перебрасываем сюда и провязываем розовым цветом. Теперь вяжем розовым. Значит, вот здесь нитки тоже перекручиваем. Эту снимаем. Затем вяжем изнаночными. Центральные петли провязываем. Эту провязали. Маркер пересняли. Мы берем теперь за переднюю полупетлю. Вот, значит, не за эту петлю берем, а еще на ряд ниже. Вот за эту. Причем за переднюю. Не за эту, а вот берем эту полупетлю переднюю. И 2 петли провязываем вместе. Я вяжу классическим методом. Кто-то вяжет бабушкиным, я вяжу классическим. Вот так. Вот, и отверстия нету. Дальше вяжем.
Вот у нас опять отверстие. Значит, эту петлю мы провязываем, а ниже берем вот за переднюю стенку. И 2 петли провязываем вместе. Вот так. И теперь смотрим, что у нас на лицевой стороне. Вот на лицевой стороне у нас будет все нормально. После того, как вы связали ваше изделие на нужную длину, вот так это должно выглядеть. Нужно будет вязать резинку. Но, вот смотрите, мы с вами набирали петли на половину окружности. Вот, это 1/2 окружности головы. Здесь. И здесь тоже половина окружности. Вот это тоже 1/2. Значит, по идее, вот эти 2 полоски, если соединить вот так, у вас будет полная окружность головы. Значит, вот эти петли нам не нужны для резинки. Они лишние. Поэтому выбирайте какую-нибудь нитку. Вот я возьму зеленую. Вот зеленую нитку возьму, так как она в середине. Здесь у меня, видите, заканчивается розовой, а начинала там желтая, оранжевая, другим цветом. Но мне уже размера хватит. Если у вас закончится каким-то одним цветом, допустим, здесь один цвет, и точно такой же здесь, то можно, допустим, вот другим цветом связать резинку. Ну, а можно и зеленым, значит, который, вернее, в середине цвет. Вот я решила зеленым цветом вязать. Значит, я остальные нитки отрезаю. Значит, вот эти петли нам не нужны. Мы их должны собрать на 1 петлю. Значит, у кого как получится. Вот, я буду брать вот за эти петли, чтобы не вытянулось. Потуже берите. Вот так. Вот здесь. Так. Так, оранжевую. Так, теперь эту. И вот эту последнюю возьмем. Вот таким образом. И одной петлей соединим это все. Вот таким образом. Теперь лучше всего взять спицы, вот вязала я толстыми спицами, вот взять спицы потоньше.
стянули. И теперь вы набираете петли. Вот смотрите, не пропустите первую петлю. Вот она. И вяжете резинку. Допустим, 2 лицевых, 2 изнаночных. Две лицевых, две изнаночных. Вот, и так по периметру набираете. И не забудьте здесь тоже стянуть. Вот одну петлю сюда, по одной петле. И стянете. И вяжете резинку на ту высоту, которая вам необходима. Ну вот и закончили мы вязать эту шапку. Вот связала я резинку и прикрепила сюда цветок. Можно цветок связать крючком или спицами. Это уже на ваше усмотрение. Значит, цветы эти я делала, вот я показывала ранее. В одном из видео показывала, как делать цветы из тесьмы. Значит, у меня есть видеоролик на эту тему. Я в описании под видео дам ссылку на него. Делала я из обычной тесьмы, змейка. Вот из этой тесьмы. Вот один цвет и другой цвет. Значит, как я их делала, у меня есть уже видео. Там посмотрите, кому понравится, сделаете вот такие цветы. Чем они хороши, что они выгибаются, вот их можно выгнуть, и держится очень хорошо. Значит, по поводу этого головного убора. Но это лично мое мнение. Мне кажется, вот эти полоски мы вязали с вами 6 рядов. Мне кажется, если их связать на 8 рядов, будет более интересно, они будут более выпуклые. И еще что. Мы с вами брали окружность головы ровно 38 сантиметров. Вот вся окружность головы. Но, как я вам раньше говорила, нужно убавлять от всей окружности головы. Надо от 38, вот у меня, да, отнять от 2 до 4 сантиметров на плотность облегания. Значит, вы отнимите лучше всего 1 сантиметр. Вот от окружности головы отнимите 1 сантиметр. Почему? Потому что я вот перешла на тонкие спицы, и то еле-еле подогнала под размер. Широко здесь получается.
надо обязательно убрать. За счет чего? За счет вот этого места. Хоть я здесь в соединении набирала одну петлю по краю, все равно широко получается. Шапка растянута. Вот пришлось стягивать. Поэтому обязательно уберите на плотность облегания 1 сантиметр. У вас получится 1 сантиметр с этой стороны уберется, и 1 сантиметр уберется с задней стороны. И тогда шапка будет поплотнее, вот особенно резинка. Но там уже смотрите сами. Но я бы посоветовала убрать 1 сантиметр. Так, еще что. В принципе, можно сюда связать завязочки. Вот здесь завязывать. Можно айшнур использовать. Вы уже знаете, как он вяжется. А можно связать из ниток в несколько сложений косы. Сюда прикрепить и косы пустить. И тоже завязывать. Ну, это уже ваша фантазия. Ну, вот вроде бы и все. Ну, а так шапочка довольно-таки веселенькая получилась. Интересная. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.